Российская война против Украины, конечно же, уже давно не центр внимания мировой прессы. Конечно, год войны прошел, и все время, конечно, новости о войне, и, конечно, западные СМИ уже не так охотно все это освещают. Но, тем не менее, конечно, надо бороться, особенно в украинской стороне, конечно, надо бороться за это внимание. Поэтому всякие акции, чтобы это все было бы, это мировое внимание, надо, конечно, делать. И здесь надо хвалить, конечно, киевскую администрацию, что все-таки было сделано много для того, чтобы Украина все-таки продолжала быть новостной ленте самых крупных СМИ мира, чтобы вот новость о том, что вот война продолжается, было бы на газетных страницах западных крупных газет. Но вот в том числе вот последнее событие, там визит Зеленского в Лондон и Брюссель, конечно, прежде всего именно эта цель и имели в виду. Дело в том, что, конечно, мы можем говорить, что, ну вот скажем, политическое событие, Зеленский едет в Лондон, прием, или там Зеленский едет в Брюссель, там все там бомонды европейские, там все эти президенты и премьер-министр приветствуют Зеленского. Но вы должны быть, конечно, реалистами. Это пиар, да, но где же какие-то реальные вещи, там реально военная помощь или что-то такое. Вот здесь есть, конечно, проблема, что вот если пиар-фронте еще можно бороться, то вот чтобы там эти деятели хитрые там дали тебе достаточно количество оружия, чтобы бороться против России, это уже намного сложнее, конечно. Поэтому не надо думать, что эти все проблемы решены. Ничего подобного. Идет военная помощь, конечно, Украины, но не идет такими темпами, которые нужны. И, конечно, не предоставляется все же такое вооружение, которое Украине ныне быстро нужна, чтобы остановить российскую агрессию против Украины. Во многом вопросах очень пессимистичны. Я бы все-таки сказал бы так, что пессимизм это, конечно, очень нужна, чтобы понять суть этих дел, что происходит вокруг Украины. Но одновременно нету никакой причины, что там мы что-то говорим, что ситуация безвыходная, там, и мы не найдем какие-то решения, которые были бы нужны, чтобы Украина была успешной в этой войне. Сложно все, это другое дело. Все очень сложно. Идет политические игры, всякие там разговоры крупных политологов и дипломатов о том, что Украине выгодно, что невыгодно, что Украина не понимает границы его безопасности. А вот эти границы безопасности были бы хороши, если там не было бы Крыма, Луганска и Донецка. Но что делать? Люди могут говорить, что хотят, придумать, что хотят. Но вот придумали такое вот схему, что вот что нужно делать, чтобы там наступил мир. Если вы отдаете Крым, Луганск и Донецк, ну так, не в этом плане, что мы это признаем, что Россия захватила эту территорию. Мы признаем, что это российские территории теперь. Нет, конечно, об этом речи нету. Но вот хотя бы вот не признавая, но все же там под российским контролем эти территории бы были бы. И тогда война якобы заканчивается, и можно вести переговоры, и в остальной части Украины начинается жизнь, такая прекрасная жизнь, строительство уже новой Украины. Но, конечно, это, к сожалению, сказки. Конечно, Украина будет построена заново. Приведу такой пример, что если там Украина будет в составе Европейского Союза, то, конечно же, есть такое правило, что поднять экономику страны, которая вступала в Европейский Союз, на уровень, так сказать, Европейского Союза, дается огромные, конечно, средства. Если Украина вступит в Европейский Союз, он и получает довольно большие средства от Европейского Союза. Но мы же еще надеемся, что эти средства появляются, конечно, перед тем, как Украина вступает в Европейский Союз, потому что есть огромные военные потери Украины, разрушенная экономика, конечно, международная помощь здесь обязательно была бы нужна. И надеемся, что эта помощь будет в том числе идти от тех средств, которые западные страны задержали и которые, так сказать, заморожены
и там деньги российских олигархов, и российского правительства, и что уже этих денег, конечно, будет оказана помощь Украине. Пока не ясно. Потому что средства это находятся под контролем самых разных суверенных государств, которые сами решают, что они с этими деньгами делают. Поэтому нету такого, что как бы вот там четко понимания или там договоренно, что вот так будет. Пока такого нет. Но надеемся, что все-таки там какие-то развития этих событий будет, и все для Украины кончится как бы хорошо. Я бы хотел поднимать здесь одну как бы важную тему, потому что об этом как бы и забыли, и мало как бы говорят. Как мы вообще дошли до такой жизни? Что случилось? Почему в Европе идет такая война, где Россия уничтожает, устраивает геноцид над народом Украины и уничтожает как бы, эту страну, его природу, его предприятия, его инфраструктуру? Как вообще могло случиться такое? И мы должны возвратиться к событиям после развала Советского Союза. Извините, кто приказал Ельцину признавать Украину? Он же сам признал, как бы, Россия – это Украина. Потом еще всякие договоры с ним заключил там, по границам, где было в том числе признание, что Крым является частью Украины. Это же как бы сама Россия все сделала. И, конечно же, помните, там был такой большая проблема для Америки, для мира. Что будет ядерным арсеналом СССР? Потому что серьезный как бы, ядерный арсенал оказался на территории Украины. И чтобы решать эту проблему, американцы делали такое предложение, что будем отбирать ядерное оружие у Белоруссии, у Украины и Казахстана. А вот что касается Украины, там еще мы устраиваем какой-то там меморандум, где мы обеспечим территориальную целостность Украины за то, что вот они отдают это ядерное оружие. Политикам изначально было понятно, что обещания там Америки довольно такие несерьезные для такой большой страны, как Украина, и тем более в связи с тем, что Россия всегда была и есть очень агрессивное империалистическое государство. Этот документ не касался твердым как бы, документом, что вот Америка идут на помощь Украине, если что-то случится. Этот вопрос изучали, конечно, многие эксперты. Мне, конечно, есть подозрение, что архивы Госдепартамента, чтобы изучать этот вопрос, были посланы в том числе и агенты российских спецслужб. В всяком случае, мы теперь имеем полную картину, как этот документ родился. И важна здесь, конечно же, позиция Америки, тогдашнего госсекретаря Джеймса Бейкера. Что выявили по поводу создания этого документа? Ну, выявили, что Джеймс Бейкер дал такие указания, чтобы там поменьше обещайте Украине, поменьше всяких гарантий. Вообще, чтобы эти гарантии были бы такими, которые не надо было реализовать. Да, вот, правильно. Госсекретарь Соединенных Штатов дал своим чиновникам такие указания. Ну что, как бы, и получилось такой Филькина грамота. Получилось. Когда началась какая-то реальная атака России на Украину, захват Крыма там, никакой помощи, конечно, не следовало от ни Соединенных Штатов Америки, ни от других стран. Это факт. Вместо того, чтобы моментально заниматься агрессией России и остановить его, ничего такого не случилось. Но не забудьте, что за это Филькину грамоту Украина отдала ядерное оружие. Мы же понимаем, если Украина бы не отдала бы свое ядерное оружие и держала бы это как бы на нормальном уровне, то вряд ли там Россия бы решилась бы атаковать эту Украину, забирать его территорию. Все-таки то, что они это сделали, было в том числе связано с тем, что у Украины нет ядерного оружия. Но если это так, если Бейкер сделал это, дал неправильные указания своим дипломатам, вместо того, чтобы думать по-государственному, какую опасность представляет себя ельцинская Россия ядерным оружием, и что надо делать, чтобы, если мы заберем у Украины ядерное оружие, что мы делаем, чтобы там в будущем Россия не атаковала бы это Украину. Если бы об этом бы занимался Бейкер, то, может быть, это ситуация, которая сейчас и не было бы. Но она есть.
И есть в том числе и то, что вот Украина отдала свое ядерное оружие за ничего. За ничего. И сейчас имеет огромные фантастические потери, где уничтожается украинский народ, уничтожается украинская экономика, украинская природа, конечно. Все уничтожается со стороны России. Не остановили эту российскую агрессию. Понятно, что это ведет к мысли, что, конечно же, у Украины есть право требовать компенсации от гарантов Будапештского меморандума. Да, это очень дипломатически так сложно, и там и так далее, но по принципу это право есть. Украина не знала, что гаранты делают Филькину грамоту. Конечно, можно утверждать, что такие президенты, как там Кравчук, Кучма, которые там жили с этим Будапештским меморандумом, Ющенко, Янукович, что они не были наивные люди. Конечно, они могли понять, что все эти гарантии очень такие несерьезные. Но все же, я думаю, что у них не было понимания, что это вообще какая-то Филькина грамота и специально создана, чтобы не было никаких там особых серьезных гарантий. И это дает, по-моему, все-таки право Украине требовать за все это компенсацию, конечно. Все-таки ядерное оружие-то отдали, значит, давайте, если этот документ не стал работать, ну да вот, дайте компенсацию за вся эта история. Вы подписываете серьезные бумаги, вы серьезная страна, все должна быть, а реальность такова, что вот слова, которые на бумаге, ничего не стоят. Абсолютно ничего не стоят. Никакие обещания, никакие гарантии. И все связано тем, сильный или нет. Если ты слабый, слабых бьют. Вот как говорит Владимир Владимирович. Конечно же, он и думал Украину, когда он эту фразу, конечно, сказал, что вот Украина слабая, мы и будем его бить. К сожалению, сложная, конечно, ситуация для Украины, как отсюда вообще выйти, потому что, несмотря на то, что там были какие-то гаранты там безопасности Украины, то ныне мы видим, что многие, которые гаранты там, и не хотят быть гарантами уже. Потому что так сложно все, там надо какие-то огромное количество оружия дать, там, помощи и так далее. Никто ничего гарантировать не хочет, решать проблемы войны тоже не хотят. Это тоже часть реалполитик, конечно. Просто жизнь такова, что когда нету никакой угрозы, или кажется, что нету никакой угрозы, ты даешь громкие обещания. А когда приходит вот реальность, что начинается какая-то страшная война, то, видите, у людей сразу какие-то другие отношения, понимание, что надо делать или что не надо делать. Сейчас мы ждем, будет ли генеральное наступление российских войск на Донбасском фронте. Мы понимаем, что сделана огромная работа с российской стороны, чтобы пойти в атаку. Но надо сказать, что мы должны быть всегда очень четкими, и мы здесь с РУТ это попытаемся всегда делать, что мы не можем говорить, что идет какое-то генеральное наступление России на Украину. Есть борьба за разные точки, разные города и разные поселения там в Украине, в Донбассе, но мы не можем говорить, что идет какое-то вот это генеральное наступление, что там все там в атакующих позициях эти войска, они готовы там идти, чтобы забирать эти территории так называемых 4 субъектов. Пока этого нет. Могу вам сказать, что военная разведка докладывает, что пока этого нет. Россия собирает, конечно, силы и так далее, чтобы там провести эту операцию, но пока мы не видим, чтобы они по всему фронту там шли бы на атакующие, конечно же, позиции. Поэтому ждем, пока состояние России вообще это делать. Мы слышим теперь от Пригожина, что его прогнозы там, что ой, там идет года, пока мы сумеем там захватить, что там до 3 года, чтобы захватить всю левобережную Украину, что 3 года надо это еще воевать. Конечно же, это говорит о слабости, конечно, России, что все-таки нет у них таких сил, чтобы там вести какие-то громадные, какие-то военные действия. Но тем не менее, даже несмотря на слова Пригожина, это не значит, что Россия не делает генеральное наступление, попытку этого наступления. Конечно,
я абсолютно уверен, что они попытаются это делать. Но что получается, это другой вопрос, конечно. Россия за время войны с Украиной значительно, конечно, уничтожила свой военный потенциал. Сколько там осталось этих сил, там еще мы будем видеть. Сложная ситуация вокруг Украины. Она будет еще сложна не 1 месяц, конечно, не 2 месяца. Чем это все закончится, конечно, мы все надеемся, что западная помощь Украины продолжается, и это значит, что Украина выстоит эту чудовищную агрессию России против Украины и победит в этой войне. Конечно, мы понимаем, что слова «победа» это такая, прежде всего, в том, чтобы прекратилась бы война, прекратилось бы убийство, разрушение Украины. Процесс это, конечно, сложный, там наверняка будут и дипломатические переговоры какие-то по поводу окончания войны. Но посмотрим, конечно. Сложное время, и мы, конечно, все на стороне Украины. Слава Украине, слава героям.